Антипод маятника. Ваши мысли возвращаются к вам бумерангом. Метафоры «синяя птица» или «колесо фортуны» имеют под собой вполне материальную основу. Известно, что удача и неудача следуют друг за другом, как белые и черные полосы. Как исключить черные полосы из своей жизни? Теперь давайте проверим ваше домашнее задание. Какие маятники можно назвать конструктивными? Ответ: конструктивных маятников не бывает. Звучит парадоксально, но это так. Не обижайтесь, уважаемый читатель, вопрос был провокационным. Главная и единственная цель любого маятника состоит лишь в том, чтобы получить энергию от приверженцев. Если энергия не поступает, маятник останавливается. Маятник конструктивен только по отношению к себе, но никак не к вам. Что конструктивного, созидательного в том, что у вас отнимается энергия? Конечно, разные маятники деструктивны и агрессивны в разной степени. Например, трудно себе представить, чтобы клуб пляжного волейбола ополчился против клуба моржевания. И потом, членство в клубе пляжного волейбола вряд ли сломает вам жизнь. Однако данный маятник тоже питается энергией приверженцев, и если им это занятие надоест, клуб умрет. Но это ничто в сравнении с членством в бандитской группировке, где вас могут лишить свободы и жизни. Можно возразить: если я хожу в фитнес-клуб, где занимаюсь исключительно собой, тогда каким образом я отдаю энергию маятнику клуба? Все равно, даже если вы занимаетесь там только собой, вы обязаны соблюдать определенные правила. У себя дома вы можете делать все, что хотите, но в клубе все его члены так или иначе действуют в одном направлении, выполняют установленные правила системы и таким образом отдают коллективную энергию маятнику. Если все члены клуба разбегутся, маятник перестанет получать энергию и остановится. Вопрос можно поставить по-другому: существуют ли энергетические структуры, которым не нужна ваша энергия? Оказывается, существуют. Одна из них — это волна удачи или благоприятное стечение обстоятельств для вас лично. У каждого человека свои волны удачи. Часто бывает так: в чем-то повезет, а затем следует каскад других приятных неожиданностей. Словно наступила белая полоса в жизни. Такой каскад случается далеко не всегда, но обязательно только в том случае, если первая удача вас обрадовала и создала вам приподнятое настроение. Колесо фортуны или синяя птица счастья — это не просто абстрактные метафоры. Волна удачи образуется как скопление благоприятных для вас линий жизни. В пространстве вариантов есть все, и в том числе вот такие золотые жилы. Если вы попали на крайнюю линию такой неоднородности и поймали удачу, вы можете по инерции скользить на другие линии скопления, где следуют новые счастливые обстоятельства. Но если за первым успехом вновь пошла черная полоса, значит, вас зацепил деструктивный маятник и увел в сторону от волны удачи. Волна удачи приносит счастье, не отнимая при этом энергию. Ее можно сравнить с морской волной, которая выносит на берег выбившегося из сил пловца. Волна удачи переносит вас на счастливые линии жизни. Ей так же, как и маятнику, нет до вашей судьбы никакого дела, но и энергии вашей тоже не надо. Хотите — ложитесь на нее и плывите, не хотите — она без сожаления пройдет мимо. Волна удачи — временное образование, она не захватывает чужую энергию, поэтому в конечном итоге угасает, подобно морским волнам, разбивающимся о берег. Волна удачи может дать о себе знать в виде хороших новостей. Она несет информацию из других линий жизни. Эти отголоски на текущей линии воспринимаются как добрые вести. Задача состоит в том, чтобы зацепиться за эту веревочку и вытащить себя на линии, откуда пришли хорошие новости. Там будут уже не просто новости, а удачные обстоятельства. Мы для простоты будем полагать, что волна приходит и уходит. На самом деле волна удачи не двигается, не набирает силу и не ослабевает. В модели мы приняли термин «волна» для удобства восприятия. Как уже говорилось, волна удачи существует стационарно в пространстве вариантов в виде скопления благоприятных линий. Это вы, двигаясь по линиям жизни, встречаете эту неоднородность как волну и подхватываете ее, впуская в свою жизнь, или удаляетесь от нее,
увлеченные маятниками. Волна не заинтересована в вас, поэтому ее легко потерять, она пройдет мимо и не вернется. Отсюда повелось всеобщее убеждение в том, что птицу счастья трудно поймать. На самом деле вам не нужно прилагать усилий, чтобы оседлать волну удачи. Это всего лишь вопрос вашего выбора. Если вы принимаете ее в свою жизнь, она с вами. Если же вы поддаетесь влиянию деструктивного маятника и проникаетесь его негативной энергией, вы уходите в сторону от волны удачи. Люди всегда так поступают, имея, не хранят, потерявши, плачут. Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. Вполне достаточно просто не гнать ее прочь. Это один из самых парадоксальных аспектов свободы выбора. Люди действительно имеют свободу выбирать себе счастье и удачу. И в то же время они не свободны от маятников, уводящих в сторону от волны удачи. Мы опять возвращаемся к прежней теме. Чтобы взять себе свободу выбора, необходимо отказаться от зависимости. Право на свободу от влияния чуждых маятников у нас тоже есть. Остается всего лишь выяснить, каким образом можно взять себе эти права.